Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 30 тайн мира, которые пока не могут объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Таинственная каменная структура на неизученной вершине под Карсом. В труднодоступном горном районе близ Карса на востоке Турции обнаружена масштабная каменная структура, происхождение и назначение которой пока остаются загадкой для ученых. Сооружение расположено на высоте 2500 метров над уровнем моря на ранее не изучавшейся вершине, что делает находку особенно значимой. Особенностью структуры является ее расположение в регионе, где ранее не фиксировались значительные археологические памятники. Но самая интригующая особенность объекта – это надпись высотой почти 2 метра. Она выглядит тщательно вырезанной, но язык и значение письма остаются нерасшифрованными. 2. 3700 лет назад взрыв мощностью 10 мегатонн стер город с лица земли. Археологические исследования показывают, что примерно 3700 лет назад, в середине второго тысячелетия до нашей эры, произошел колоссальный взрыв невероятной силы, который стер с лица земли процветавший тогда город Тель-эль-Хаммам, расположенный на территории современной Иордании. Под толстым слоем песка ученые находят лишь руины древней цивилизации, фрагменты массивных крепостных стен шириной от метра до 3 метров, развалины дворцовых сооружений, многочисленные останки зданий и даже человеческие кости, частично сплавившиеся с камнем вследствие чудовищного жара. По оценкам современных исследователей, сила взрыва была эквивалентна мощности не менее 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что значительно превосходит разрушительный потенциал ядерного оружия, примененного в Японии в конце Второй мировой войны. Температура же в эпицентре взрыва превышала 4000 градусов Цельсия, превратив здания и жителей в расплавленную массу камня и костей. Наиболее вероятной причиной столь масштабного бедствия называют падение огромного космического тела. Тем не менее, удивляет отсутствие характерного ударного кратера, который непременно образовался бы при столкновении с объектом подобного размера. Ученые продолжают изучать этот феномен, пытаясь разгадать загадку случившегося много веков назад события. Среди ученых ведутся споры относительно связи трагической судьбы Тель-эль-Хаммама с легендами о городах Содома и Гоморры, упоминаемых в Библии. Согласно священным текстам, оба поселения были уничтожены огнем и серой, посылаемыми Богом за грехи обитателей. 3. Ученые извлекли жизнеспособную РНК из останков шерстистого мамонта. Международная команда исследователей совершила прорыв в палеогенетике, впервые извлекая жизнеспособные молекулы рибонуклеиновой кислоты из останков шерстистого мамонта, возраст которых составляет несколько десятков тысяч лет. Образцы были получены из хорошо сохранившейся особи, обнаруженной в вечной мерзлоте Сибири. Открытие особенно значимо потому, что РНК – значительно более хрупкая молекула, чем ДНК, и ее сохранность в ископаемых останках ранее считалась маловероятной. Исследование проводилось на образцах кожи и мышечной ткани мамонта, где была обнаружена преимущественно рибосомная РНК. Анализ показал специфические генетические маркеры, характерные для шерстистых мамонтов и отличающие их от современных слонов. Открытие приближает науку к новым горизонтам в изучении вымерших видов, хотя ученые подчеркивают, что речь не идет о воскрешении мамонтов. Основная ценность работы в создании новых инструментов для изучения эволюции и молекулярной истории жизни на Земле. Следующим этапом исследований станет попытка секвенировать РНК из останков других вымерших видов, сохранившихся в вечной мерзлоте. 4. Ученые нашли шестой океан под землей. На глубине около 700 километров под поверхностью Земли геологи обнаружили целое море, спрятанное в кристаллической породе.
Вода там не в привычной форме, она заключена в минерале рингвудите, который работает как губка. По оценкам, запасы подземной влаги могут в несколько раз превышать объем всех океанов на планете. Это открытие меняет наше понимание круговорота воды и даже происхождения океанов. Возможно, их наполнили именно эти глубинные резервуары. Ирония в том, что самый большой океан Земли – тот, которого мы никогда не увидим. 5. В Мексике обнаружены камни с изображениями встречи землян с инопланетянами. Археологи обнаружили в одной из пещер рядом с Веракрусом, Мексика, нефритовые камни с изображениями инопланетян. На артефактах высечен визит пришельцев на Землю и встреча с людьми, полагают специалисты. Впервые пещеру с удивительными объектами нашли местные жители и сообщили ученым о находке. Мексиканский журналист Хавьер Лопес Диас уверен, что камни, где запечатлены гуманоиды, настоящие. По словам корреспондента, подделать такие изображения было бы слишком дорого. Мнение Диаса подтвердили и археологи, тщательно изучившие артефакты. Ученые предположили, рисунки могли быть высечены во времена майя. Данную версию подтверждают сюжеты на камнях, указывающие на то, что гуманоиды помогали землянам создавать передовую на то время цивилизацию. На камнях отображено одно и то же событие, но в разных ракурсах. Некоторые изображения позволяют увидеть корабли пришельцев. Последние напоминают те же картины, что изображены на других находках древности. По мнению одного из экспертов Хосе Агуайо, если Национальный институт антропологии и истории Мексики заинтересуется новой находкой и соберет нефритовые камни, то это станет подтверждением того, что он примет факт существования инопланетян и контакта с ними людей, в который очень долго никто не верил. 6. Новое исследование подтверждает теорию соседства Земли и Теи перед столкновением. Около 4,5 миллиардов лет назад произошло событие, которое навсегда изменило судьбу нашей планеты. Произошло столкновение молодой Земли с огромным небесным телом под названием Тея. Несмотря на огромное количество исследований, точные обстоятельства столкновения и последствия остаются предметом споров среди ученых. Однако новое исследование команды геофизиков из Института планетологии Макса Планка проливает свет на происхождение загадочной Теи и природу удара, сформировавшего Землю и Луну. Согласно самой популярной теории формирования системы Земля-Луна, около 4,5 миллиардов лет назад объект размером примерно с Марс столкнулся с молодой Землей. Столкновение привело к превращению обоих тел в раскаленную магму, которая впоследствии охладилась и образовала нашу планету и естественный спутник – Луну. Но откуда именно появилась Тея? Группа исследователей во главе с Тимо Хоппом из Института Макса Планка изучила образцы лунных пород, доставленные астронавтами миссии Аполлон, сравнив их с земными материалами и метеоритами. Они пришли к выводу, что наиболее вероятным местом происхождения Теи является внутренняя часть Солнечной системы. Используя метод анализа соотношений изотопов железа, ученые обнаружили сходство химического состава Луны и Земли, что позволило предположить общий источник материала обеих планет. По словам соавтора исследования Николаса Дофиса из Чикагского университета, элементы с различными металлическими свойствами распределяются в мантии планет неравномерно, что позволяет выявить различия в происхождении планетообразующих материалов. Несмотря на схожесть в составе Земли и Луны, точный механизм распределения не ясен. Исследователи рассматривают разные сценарии развития события, включая гипотезу полного смешивания материи двух объектов и предположение, что Луна преимущественно состоит из материала древнейшей земной коры. Тем не менее, самый убедительный вывод группы заключается в том, что оба тела сформировались внутри одной области Солнечной системы. Это открытие дополняет понимание периода формирования Солнечной системы,
характеризовавшегося интенсивными катаклизмами и массовыми столкновениями космических тел. 7. Нинген. Подо льдами Антарктиды может проживать огромное существо. Об этом достаточно давно твердят криптозоологи, исследователи и путешественники. В 1976 году на сонаре подводного аппарата было замечено существо длиной около 30 метров. Тогда океанологи предположили, что это гигантский кит или кальмар, но правда может оказаться куда интереснее. Японские китобои еще в начале 20 века рассказывали о встречах с каким-то огромным полукитом-полугуманоидом. Его цвет кожи – белоснежный. Морда представляет из себя человекоподобное лицо, два крупных черных глаза и широкий, как у лягушки, рот. Имеет две акцентированные руки, не плавники. Задняя часть туловища один в один, как у китов. Наиболее яркая встреча случилась в 1924 году, когда китобои сумели сильно ранить кита, и тот, будучи в предсмертной агонии, уже не мог никуда деться. Внезапно рядом с тушей кита оказалось гигантское бледное существо. Оно буквально схватило кита в руки и умчалось на глубину. Ошарашенные японские китобои покинули воды и вернулись на родину, где и рассказали об увиденном создании. Долгое время экспедиции по поиску Нингена, так прозвали криптида, не давали никаких результатов. Лишь в 1976 году немецко-французским ученым удалось создать аппарат, который и зафиксировал крупный организм на глубине в 280 метров подо льдами Антарктиды. Вероятность существования неизвестного вида в водах морей и океанов очень велика. При этом косвенно это подтверждается даже академическими учеными. Во время исследования вод Антарктиды и Арктики аппаратура часто фиксирует звуки неизвестного происхождения. Они лишь отдаленно напоминают голос дельфинов и китов. Есть предположение, что именно Нинген издает эти звуки. 8. Египетская зона 51, закрытый район странного карьера недалеко от пирамид Гиза. Всего в 5 километрах от знаменитых пирамид на плато Гиза в Египте находится очень необычное место, которое уже на протяжении нескольких десятилетий полностью закрыто для свободного посещения. По сей день допуск туда имеют лишь военные египетской армии, и даже современных фотографий этого места не существует, кроме общего мутного снимка со спутника. Первый и последний раз, когда в этом месте велись официальные археологические раскопки, было более 100 лет назад. Тогда тут работал археолог Алессандро Барсанти. Именно он первым описал громадный Т-образный карьер, вырытый неизвестно когда, в скальной породе посреди пустыни. Глубина карьера около 30 метров, его стены тщательно выровнены, а пол состоит из массивных и очень тяжелых гранитных блоков, которые выложены очень аккуратно. Внутри же практически ничего нет, кроме объекта непонятного назначения. Высеченный в полу овальной чаши с толстой гранитной крышкой. По словам Барсанти, раньше на поверхности крышки находилось какое-то необычное вещество, но уже в его время от него почти не осталось следов. Археологи считают, что скорее всего этот карьер был строительной площадкой для новой пирамиды, которую бросили возводить, едва начав. Также есть теория, что это место имело церемониальное значение. При этом на одной из стен есть иероглифы Себа-Ка, которые переводят как «врата к звездам». Интригует, верно? Может быть, это было место, куда приземлялись и откуда взлетали инопланетные корабли. Египетские военные взяли этот район под свой контроль в середине 1960-х годов, сразу же запретив вести тут археологические раскопки и водить сюда экскурсии. На одном из снимков тех лет показано, как военные пытаются с помощью веревок перетащить куда-то какой-то большой камень, скорее всего ту самую овальную крышку чаши. 9. Существуют ли люди с рогами? В 1934 году английский исследователь Гост Фриман отправился в Фиангу, регион Майо-Киби в Чаде, привлеченный рассказами о человеке с рогами, живущем в близлежащем лесу.
Завоевав доверие жителей деревни, Фриман обнаружил Ньябию Бати, человека, живущего в лесу отшельником из-за своих рогов, необъяснимого феномена, вызывавшего к нему страх и уважение. Ньябия Бати, хотя и был неграмотным, обладал огромной мудростью и знаниями о природе и традиционных методах лечения. Фриман задокументировал свое открытие, опубликовав статью, которая не привлекла внимания научного сообщества, и его посчитали шарлатаном. Нет возможности проверить достоверность этой фотографии, но действительно существует заболевание, называемое кожным ороговением. Кожное ороговение – нарост на коже, который возникает из-за чрезмерного роста кератина. Это белок, ответственный за образование волос, ногтей, копыт и рогов. Чрезмерный рост этого белка называется гиперкератозом. Существует множество возможных причин появления кожного ороговения, начиная от кожных инфекций и заканчивая раком. Эти поражения обычно развиваются на участках кожи, которые часто подвергаются воздействию солнца. 10. Возле древнеегипетских пирамид нашли загадочную конструкцию. Археологи обнаружили загадочные структуры, скрытые под поверхностью Великой пирамиды Египта. L-образная конструкция находится на глубине 1,8 метра под поверхностью. Она заполнена песком. По предположению исследователей, ее засыпали почти сразу после того, как она была построена. Это сделали специально, чтобы заблокировать вход в камеру, расположенную ниже на 9,1 метра. Помимо георадара, для изучения находки археологи использовали метод, называемый электротомографией, который отображает геологические особенности места. Структуры были обнаружены на, так сказать, пустой территории, без каких-либо видимых построек, и в основном на ровной поверхности с уплотненным песком. Используя сканеры, ученые определили, что L-образный объект имеет длину около 9,8 метра и ширину около 15 метров. Вторая конструкция имеет размеры 9,8 метра в окружности и может представлять собой смесь песка и гравия, или даже открытую пустоту. Изучением аномалии занимается группа специалистов под руководством Матаюки Сато, профессора Центра исследований Северо-Восточной Азии при университете Тохоку в Японии. Он и его команда уверены, что найденные структуры не являются природным явлением, поскольку у них слишком острая форма. 11. На раскопках римского форта в Турции найдена гербовая печать США «Мы чего-то не знаем» в юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр в 3000-летнем замке Зерзеван, заложенном как опорный пункт легионерами Римской империи. При раскопках археологи были шокированы, обнаружив предмет с символикой Соединенных Штатов Америки, как стало известно со страниц турецкого издания Daily Sabah. При археологических изысканиях ученых на территории турецкой крепости Зерзеван, заложенной 3000 лет назад, как оборонительное сооружение войсками Римской империи, найден довольно странный артефакт. Обнаруженный в раскопе крепости значок сделан из медно-цинкового сплава и использовавшийся военными США в 1850-х годах. Во время Гражданской войны, а также в период Первой мировой войны, выдавался армейским интендантам в качестве печати. Такой знак является уменьшенной копией большой печати США, повторяя все ее атрибуты и символы. В издании отмечается, что в построенной, как полагают еще римлянами, крепости, представлявшей из себя опорный пункт оккупационных войск с гарнизоном, запасами еды и воды, до 2014 года раскопок не проводилось. Наплывов американских туристов также не наблюдалось, от слова совсем. И вроде бы в событии нет ничего неординарного. Приехал в Турцию одинокий американский гражданин. Полез в карман за платком вытереть пот и что-то обронил. Однако вся проблема в том, что значок достали с глубины 125 сантиметров и по экспертным оценкам,
Пролежал он там минимум 250-300 лет, то есть он оказался на месте, где его нашли, еще задолго до того, как первый такой значок был изготовлен на монетном дворе США. Какие-то варианты типа «он упал туда потом» археологи отметают полностью, поэтому природа находки этой печати для всех тайна за 7 печатями. 12. Дети семьи Соддер – одна из величайших тайн Америки. Нет ничего страшнее неизвестности, и именно благодаря ей дело детей Соддеров является одной из величайших тайн в истории США. Хотя официальное заключение гласит, что 5 детей погибли в огне, многие считают, что за их исчезновением стояло что-то гораздо более зловещее. Так что же на самом деле произошло в ту ночь? Несчастный случай или страшное преступление? Семья Соддер. Джордж Соддер эмигрировал в Соединенные Штаты из Италии, когда ему было 13 лет. Он женился на Дженни Чиприани и поселился в городе Фейетвиль, Западная Виргиния, который славился большим итальянским сообществом. У Джорджа был собственный бизнес, который позволял ему содержать большую семью. У них с супругой было 10 детей. Все считали Соддеров одной из самых уважаемых семей среднего класса. Однако у Джорджа была привычка открыто высказывать свое мнение по самым разным вопросам, чем он отталкивал многих в Фейетвилле. Например, он испытывал сильную неприязнь к итальянскому диктатору Бенито Муссолини, из-за чего нередко ссорился с другими итальянскими мигрантами. Предзнаменование. В октябре 1945 года в дом к Соддерам заглянул страховой агент, который пытался убедить Джорджа приобрести страховку. Получив отпор и возмутившись словами Джорджа о Муссолини, страховщик пригрозил, что дом Соддеров будет охвачен дымом, а дети будут уничтожены. После этого в дом наведался другой человек, который якобы искал работу. Он указал Джорджу на 2 предохранителя в доме и предупредил об угрозе их возгорания. Джорджа это удивило, поскольку он совсем недавно заменил проводку в доме, и рабочие сказали ему, что беспокоиться не о чем. За несколько недель до Рождества старшие сыновья Соддера заметили подозрительный автомобиль, припаркованный вдоль главной дороги, проходящей через город. Люди в машине наблюдали за младшими детьми, когда те возвращались домой из школы. Пожар на Рождество. Наступил долгожданный канун Рождества 1945 года. Старшая дочь, Мэрион, порадовала 3 младших сестер новыми игрушками, и они играли с ними допоздна. Дженни напомнила детям, что им еще нужно закончить работу по дому, после чего ушла спать. В 0 часов 30 минут ее разбудил телефонный звонок. Какая-то женщина ошиблась номером. Спустя полчаса она снова проснулась от стука на крыше, но заснула вновь. В 3-й раз Мэрион проснулась от сильного запаха дыма и обнаружила, что кабинет мужа горит. Она разбудила Джорджа, и они успели выбежать из дома, а с ними и 4 их детей. Но они так и не смогли добраться до остальных – Дженни, Марты, Морриса, Луиса и Бетти, поскольку лестница на 2-й этаж уже была охвачена пламенем. Попытки позвать на помощь не увенчались успехом, кто-то перерезал телефонную линию, а соседи просто не смогли дозвониться в пожарную часть. Джордж попытался залезть в дом через верхние окна, но куда-то пропала лестница. Он хотел подогнать к окну один из своих грузовиков, чтобы вскарабкаться по ним, но оба не заводились. Семья беспомощно наблюдала, как горит их дом. Когда прибыли пожарные, начальник пожарной части Моррис сказал Соддерам, что им не удалось найти останки детей, и предположил, что они сгорели в огне. Моррис попросил Джорджа не трогать то, что осталось от дома, чтобы можно было провести дальнейшее расследование, но убитый горем мужчина сравнял развалины с землей. Официальное заключение. Коронерское расследование установило, что причиной пожара была неисправная проводка. Однако по странному стечению обстоятельств одним из членов жюри был страховщик, который угрожал Джорджу.
30 декабря Соддерам выдали свидетельства о смерти Морриса, Луиса, Марты, Дженни и Бетти. Моррис признался местному священнику, что на самом деле нашел на месте пожара некоторые останки и похоронил их. Однако, когда их выкопали, оказалось, что это была свежая говяжья печень, не тронутая огнем, а Моррис просто выдумал историю. Джордж отказывался верить заключению коронера. Он написал письмо в ФБР, но директор бюро Эдгар Гувер сказал, что это находится вне его юрисдикции. Позже, когда появилась версия, что детей могли похитить, ФБР все же занялось этим делом, но прекратило расследование спустя 2 года. Соддеры считали, что на момент пожара детей уже не было в доме. Они наняли частного детектива и установили большой рекламный щит вдоль главной магистрали с обещанием награды за информацию о детях. Джордж путешествовал по стране, проверяя каждый слух. Вопросы к официальному расследованию. Немало вопросов вызывала исчезнувшая лестница, которая обычно стояла у дома, но в ночь пожара оказалась у ближайшего водоема. Также было неясно, как оборвалась телефонная линия. Позже один мужчина признался в том, что перерезал ее, когда осматривал владения Соддеров, но отрицал свою причастность к пожару. Дженни же не могла понять, как пожар мог сжечь скелеты дотла. В местном крематории ей объяснили, что температура огня была недостаточно высокой, о чем свидетельствовала бытовая техника, которая благополучно уцелела в пожаре. Джордж убедил патологоанатома из Вашингтона провести раскопки на месте дома. В ходе поисков они обнаружили несколько мелких предметов и небольшие фрагменты костей. Их передали в Смитсоновский институт, где специалисты сделали заключение, что осколки костей принадлежали человеку гораздо старше пропавших без вести детей. «Люблю брата Фрэнки». В 1967 году Дженни получила письмо, отмеченное почтовым штемпелем в Централ-Сити, штат Кентукки, но без обратного адреса. Внутри была фотография молодого человека примерно 30 лет. Чертами лица он напомнил ей Луиса, которому как раз было бы около 30, если бы он выжил в пожаре. На оборотной стороне снимок был подписан Луис Соддер. «Я люблю брата Фрэнки». И Lil Boys. A90132 или A90135. Соддеры наняли еще одного частного детектива, чтобы тот отправился на поиски в Централ-Сити, однако он так и не сообщил им, удалось ли ему что-нибудь найти. Соддеры добавили на рекламный щит новую фотографию Луиса, но не стали упоминать город, боясь навредить сыну. Основная версия. Джордж и Дженни продолжали поиски детей до конца своих дней и скончались в 1969 и 1989 годах соответственно. Со дня пожара Дженни носила траур и занималась садиком, который разбила на месте сгоревшего дома. После ее смерти оставшиеся в живых дети Соддеров убрали рекламный щит, но продолжили придавать делу огласки и расследовать новые версии. Одна из главных версий, которой придерживались как они, так и другие жители Фейетвилля, касалась сицилийской мафии. Сторонники этой теории утверждают, что члены мафии вымогали деньги у Джорджа и что детей забрал кто-то, кто знал, что произойдет поджог. Если это так, то их, возможно, увезли в Италию, и дети избегали контактировать с родными, чтобы не поставить их под удар. 13. Возвращающиеся ушедшие, что заставляет умерших приходить к близким во сне. Наука и религия, естественно, по-разному трактуют это явление. Но тот факт, что умершие ко многим приходят во сне, очевиден. О чем свидетельствуют такие сновидения? Как-то архиепископу Филарету Московскому, известному священнослужителю XIX века, приснился усопший отец, велев помнить о дате, 19 числе. Митрополит воспринял этот сон как пророческий и каждый месяц к ней возвращался. Сон оказался действительно в руку. Филарет скончался 19 ноября 1967 года. К этому и другим аналогичным рассказам с изрядной долей скептицизма относятся даже верующие.
Ведь совпадение никто не отменял, да и присниться может все что угодно. Однако при этом подтверждение реалистичности, пусть и косвенное, было получено именно в научной среде. Работники Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало более 10 лет посвятили изучению этого вопроса и выяснили, что за несколько месяцев до ухода из жизни к основной массе неизлечимо больных приходят во сне их умершие родные. Эти сновидения очень яркие и реалистичные. И по мере приближения дня смерти их становится все больше и больше. И более чем у 80% умирающих в грезе фигурировала картинка: кто-то из покойных родных помогает паковать чемоданы и готовится в дорогу. Были предприняты попытки дать таким одинаковым снам объяснения. И самым распространенным и правдоподобным стало предположение, что человек таким образом пытается мягко подготовиться к неизбежному. Неразрывная связь. При этом в истории религии имеются примеры появления усопших и во сне, и в реальности. Так, в одном из монастырей Палестины в VI веке умер монах, серьезно согрешивший накануне смерти. По велению игумена братья провела в молитве и посте 3 дня, чтобы отмолить его грех. Спустя некоторое время игумену явилась душа монаха и рассказала, что в тот самый момент, когда братья молились за нее, шел суд. Дьявол настаивал, что душа грешника – его по праву. Бог же отвечал, что нельзя не учесть молитвы такого количества святых мужей. И забрал душу совершившего проступок человека в рай. Таких историй немало, и они выступают своего рода подтверждением связи между живущими и умершими людьми. После каждого ушедшего за грань человека в нашем мире остается что-то, способствующее сохранению связи. Это могут быть тесные отношения, память, добрые поступки, слава, материальные предметы. Они – это мы. У верующих есть примета, что пришедшие во сне усопшие нуждаются в молитве или поминовении, поскольку им на том свете тяжело. С психологической точки зрения греза, в которой присутствуют умершие, сигнализирует об отношениях, чувствах, эмоциях, направленных к ушедшему из жизни человеку. Хотя его уже нет, эмоциональная связь остается. И сознание ее отрабатывает, то есть такое сновидение представляет собой своего рода личностную проекцию. И вне зависимости от религиозности или ее отсутствия стоит относиться к таким знакам осторожно и внимательно. Как вы думаете, каковы причины прихода к нам во сне умерших? 14. О встречах с НЛО рассказал заслуженный пилот России. Юрий Сытник, летчик с большим стажем, поделился своими воспоминаниями о встречах с неопознанными объектами. Почему раньше молчал? Встречи с НЛО бывают, но крайне редко, признается заслуженный пилот России Юрий Сытник. Он рассказал, что за полувековую карьеру в авиации такие случаи с ним произошли всего 4 раза. Чаще с подобными объектами сталкиваются военные пилоты. И эти контакты заканчивались иногда фатально, самолеты гибли вместе с экипажами. В других ситуациях удавалось выжить, обычно тогда, когда наши воздушные асы не приближались к странным объектам слишком близко. Да, соглашается Сытник, порой за НЛО принимают метеозонды или останки падающих частей ракет. Но когда смотришь, он там, и огоньками мигает, и с тобой играет, вот тогда понимаешь, что это НЛО, отмечает важную особенность пилот. Об одном таком случае он рассказал изданию подробнее. Тогда он летал еще на Ан-2 и честно признался, что был крайне напуган этим визави. И заметил, что в тесный контакт в подобных ситуациях лучше не вступать. Потому и остался в живых, что соблюдал это правило, резюмирует ветеран авиации. Раньше о таких вещах попросту не разрешали говорить. Тех, кто отваживался распространять слухи, списывали или рекомендовали валять в дурку. Один из последних случаев встречи с объектом непонятного формата описал в Твиттер исследователь авиации Стефан Уоткинс. В конце июля НЛО заметили экипажи сразу 2 самолетов. Это были пилоты канадских ВВС и пассажирского рейса KLM Royal Dutch Airlines.
Встречен был объект ярко-зеленого цвета, который тут же нырнул в облако. Отмечалось, что военному борту после этого пришлось скорректировать курс и высоту полета. 15. Секреты тибетских монахов. Из служебных записей, найденных в архивах КГБ, следует, что под землей монахи хранят секреты минувших цивилизаций, которые когда-либо существовали на Земле. По утверждению Блюмкина, их было 5, вместе с той цивилизацией, которая существует сейчас. Согласно тайному учению Ваджу, неизбежной причиной гибели цивилизаций на Земле является вращение вокруг Солнца еще одной планеты, в 3 раза больше, чем Земля, и с циклом вращения вокруг Солнца, равным 3600 годам. При этом каждый 4-й цикл вхождения этой планеты в Солнечную систему грозит неизбежным мировым потопом на Земле и гибелью цивилизации. Монахи утверждали, что спастись будет возможно лишь небольшой части избранных людей в подземных городах Антарктиды и в Тибете, которые соединены между собой неким шлейфом под землей. По словам монахов, в результате предстоящего Армагеддона следующим северным полюсом Земли станет Северная Америка. 16. В Индии нашли ископаемую змею размером с тираннозавра. Ученые обнаружили окаменелости змеи, чьи размеры поражают воображение. Ее длина достигала 15 метров, что делает ее сопоставимой по величине с легендарным тираннозавром. Эта колоссальная рептилия, получившая название Высокий Индикас, обитала на территории современного штата Гуджарат примерно 47 миллионов лет назад. Ее окаменевшие позвонки, которые и позволили определить истинные размеры существа, поражают своей массивностью. Ученые предполагают, что Высокий Индикас относилась к семейству медузоидов, вымерших гигантских змей, которые были не ядовитыми убийцами, а могучими душителями. Подобно современным удавам и анакондам, она, вероятно, подкарауливала свою добычу в засаде, чтобы затем обвить ее исполинским телом. Открытие Высокий Индикас не только устанавливает новый рекорд размеров среди известных науке змей, но и раскрывает важную страницу в эволюции этих рептилий. Оно показывает, что гигантизм был успешной эволюционной стратегией в определенных условиях, позволяя таким существам доминировать в своих экологических нишах и оставаться одними из самых грозных хищников своей эпохи. 17. Загадка наскального рисунка с существом, вымершим 190 миллионов лет назад. Группа исследователя Жюльена Бенуа из университета Витватерсранда, Южная Африка, опубликовала научную работу, описывающую найденные ей наскальные рисунки. Среди выявленных изображений оказался рисунок существа, вымершего задолго до появления человека. Считается, что панель была разрисована в период между 1821 и 1835 годами. Тем удивительнее выглядит открытие, сделанное современными учеными. Среди нарисованных фигур они обнаружили изображение животного с длинным телом и загнутыми вниз бивнями. В своей работе исследователи подчеркивают, что это животное точно идентифицировать пока не удалось. Оно не соответствует ни одному известному современному виду, обитающему в этом районе Африки. Но Бенуа предполагает, что неизвестное создание может изображать диценодонта, древнее существо размером со слона, вымершего еще до появления динозавров. Возникает вопрос: если изображение было создано сравнительно недавно, в XIX веке, то откуда народ Сан узнал, как выглядели эти давно вымершие существа? Исследователи дают такой ответ: мифы народа Сан на протяжении веков и даже тысячелетий содержат рассказы о крупных животных, которые когда-то бродили по региону, но уже вымерли. Среди них имеются и устные описания существ, напоминающих диценодонтов. Бенуа предполагает, что создание изображения существа с уникальными бивнями могло быть навеяно воспоминаниями об этом вымершем виде. С другой стороны, как в мифы могло попасть описание животных, вымерших примерно 190 миллионов лет назад? Ведь человек появился гораздо позже.
Возможно, свою роль могли сыграть окаменелости. Народ Сан проживает в бассейне реки Кару в Южной Африке, который известен обилием хорошо сохранившихся окаменелостей. Среди них нередко попадаются черепа диценодонтов. Исследователи предполагают, что представители коренного населения тоже неоднократно находили такие черепа, а остальное доделала игра их воображения. Но и тут возникает любопытная интрига. Если в фигурке неизвестного существа все-таки будет идентифицирован диценодонт, то получится, что наскальное изображение опередит примерно на 10 лет первое научное описание этих древних животных. 18. Гигантский каменный топор из Алюлы в суровых пустынях на северо-западе Саудовской Аравии, в районе Алюлы, международная команда археологов обнаружила гигантский каменный топор, который имеет длину 51,3 см и является крупнейшим из когда-либо найденных в мире. Предварительный анализ позволяет отнести этот монументальный артефакт к эпохе Нижнего Среднего Палеолита. Его предполагаемый возраст превышает 200 тысяч лет. Гигантский топор, тщательно изготовленный из цельного куска камня, своим размером и возрастом ставит перед учеными множество вопросов. Каково было его истинное предназначение? Было ли это орудие труда, ритуальный объект или символ статуса? Его размеры настолько велики, что практическое ежедневное использование кажется маловероятным, что придает ему еще большую загадочность. 19. На Земле обнаружена неизвестная форма древней жизни. Чешские биологи рассказали об уникальном открытии, что меняет привычные представления о древе жизни. В лабораторных образцах, что собраны у берегов Хорватии еще в 2011 году, недавно случайно обнаружили микроскопический организм, которому дали название Salarian RNA. Эксперты долгое время в пробирке не замечали этого крошечного обитателя. Он проявил себя лишь после внезапной гибели основной культуры морских инфузорий, что хранились в том же образце. Исследователям из Карлова университета удалось выяснить, что у этого одноклеточного эукариота ядро с ДНК и митохондриями, не имеющие аналогов. Генетический анализ говорил о том, что организм нельзя отнести ни к одной из существующих групп. Пришлось для него и еще одного редкого вида, метеора спородика, создать отдельный биологический тип. Объединенные с дальними родственниками, они стали представителями нового царства, заполнив пробел в классификации живых существ. Сенсацией стало присутствие в митохондриях Salarian гена CK, считавшегося утраченным у всех известных эукариот. Теория эндосимбиоза гласит, что митохондрии когда-то были свободными бактериями, которые оказались поглощенными другой клеткой. Этот ген послужил прямым доказательством их независимого прошлого. Данный генетический реликт принимал участие в транспортировке белков. Найденный микроорганизм ученые рассматривают как живое ископаемое. Он дает ученым редкий шанс изучить, как выглядели общие предки эукариот до завершения симбиоза. 20. Загадочные вертикальные шахты обнаружили рядом с египетскими пирамидами. Группа исследователей во главе с египтологом Армандо Мэем провела детальное изучение древних сооружений на знаменитом плато Гиза, применяя современные методы спутниковой радиолокации в рамках научного проекта CAFRE Research Project. В процессе работы специалисты натолкнулись на удивительную находку. 3 идеально вырезанные вертикальные шахты, расположенные вблизи всемирно известных пирамид и знаменитого сфинкса. Эти таинственные объекты имеют строгую геометрическую форму и уходят глубоко под землю, вызывая массу вопросов относительно своего назначения. Первая шахта достигает глубины около 40 метров и отличается удивительно гладкими стенками, облицованными известняком и песчаником. Любопытно, что форма поперечного сечения напоминает букву «Т», словно приспособленную для движения какого-то механизма. По словам руководителя исследования, данное строение абсолютно не похоже на обычные колодцы или вентиляционные системы, часто встречающиеся в храмовых комплексах древности.
Столь тщательная обработка поверхностей и отсутствие характерных надписей свидетельствуют о необычном предназначении объектов. Кроме того, предварительные измерения показывают, что действительная глубина первой шахты превышает измеренную отметку в 40 метров, скрываясь за слоем осадочных пород. Под самой шахтой ученые зафиксировали наличие крупного архитектурного элемента, природа которого пока остается неизвестной. Одним из возможных объяснений существования шахт является предположение о механизме подъема камней для строительства пирамид. Другое мнение связывает шахты с легендарным подземным лабиринтом, о котором писал древнегреческий историк Геродот. По его описаниям, этот комплекс включал многочисленные помещения и даже массивную подземную пирамиду. 21. Кого изображали исчезнувшие артефакты из древнего храма? Довольно часто происходят случаи, когда уникальные артефакты, не поддающиеся объяснению с точки зрения современной науки, исчезают таинственным образом из поля зрения общественности. Не стали исключением и артефакты из древнего буддийского храмового комплекса Харюдзи в японском городе Нара. Он считается самым старым храмом страны. До недавнего времени в этом месте находились изваяния богов с телом гуманоида и головой ящера. Но кого могли изобразить люди? Пришельцев, которых они считали богами? Неизвестную цивилизацию? Так или иначе, но статуи загадочных существ исчезли из комплекса Харюдзи. Храмовые изваяния были проданы неизвестному лицу для частной коллекции. Остались лишь фотографии этих древних статуй, их можно рассмотреть во всех деталях. Новое местоположение артефактов никому не известно. Кто и зачем выкупил эти статуи, тоже остается загадкой. 22. Ученые вырастили древний цветок из семян, которым 32 тысячи лет. Российские ученые смогли вырастить цветок времен ледникового периода. И хотя у цветка есть современный потомок, древнее растение оказалось немного другим. В 2012 году у берегов Колымы на глубине 38 метров под слоем вечной мерзлоты нашли замерзшие семена этого цветка. Причем они прекрасно сохранились. Вероятнее всего, это была нора либо древнего бурундука, либо белки. Зверь вырыл нору, которая была хорошо защищена от воздействия воды. А вот съесть семена уже по каким-то причинам не успел. Российские ученые из Института биофизики клетки РАН и Института физико-химических и биологических проблем почвоведения взялись за амбициозную задачу возродить цветок к жизни. Задача была сверхсложной, и дело не только в возрасте. Грызун специально повредил семена, чтобы они не взошли, а лежали про запас. Созревшие семена всходов не дали. Ученые взялись за незрелые семена, использовав их ткани. Они попытались запустить процесс регенерации цветка из плацентарной ткани семян. Для этого ученые применили гормон роста к тканям семян. И оказалось, что часть клеток сохранила способность делиться, так как в них было накоплено много сахарозы. И цветок взошел. Успешный эксперимент российских ученых по достоинству оценили зарубежные ученые. Эта история невероятно подняла уровень нашего понимания о том, насколько жизнеспособна древняя жизнь в вечной мерзлоте, заявил американский палеонтолог Грант Зазула. Сейчас вечная мерзлота постепенно оттаивает, и ученые надеются найти там следы еще более древней и интересной жизни. 23. Древняя вавилонская карта указывает на Ноев ковчег. В Британском музее хранится глиняная табличка размером с ладонь, которая может перевернуть библейскую историю с ног на голову. На первый взгляд в ней нет ничего особенного, просто выцветшие линии на древней глине. Но этот артефакт возрастом 2500 лет, известный как Вавилонская карта мира, может содержать тайную информацию о местонахождении самого Ноева ковчега. В течение многих лет эксперты считали, что табличка была всего лишь символической схемой. Теперь новое исследование Ирвинга Финкеля и Эдит Хорсли показывает, что это не миф, а настоящая карта древнего мира.
И одна загадочная надпись на ней может указывать прямо на гору, где остановился ковчег. В табличке описываются 8 далеких земель за Горькой рекой, Великим океаном, окружающим Вавилон. В одной из этих земель упоминается Великая стена, высокие деревья и нечто под названием Парсикта. Это слово встречается только в одном месопотамском тексте, в истории о потопе Атрахасиса, вавилонского Ноя. Связь между ними поразительна. Это единственное слово напрямую связывает первую в мире карту с первой в мире историей о потопе. По словам Финкеля, на недостающем фрагменте таблички изображена та самая гора, на которую пристал ковчег, в регионе который древние писцы называли Урарту, а сейчас это Восточная Турция и Армения, родина горы Арарат. 24. Карта Пери-Рейса. В 1929 году в Стамбульском дворце Топкапы был найден фрагмент карты мира на коже газели. Документ датирован 1513 годом и подписан именем турецкого адмирала Пери ибн Хаджи Мамеда, а в дальнейшем стал называться картой Пери-Рейса. Рейс по-турецки значит «господин», а в 1956 году некий турецкий морской офицер подарил ее американскому морскому гидрографическому управлению, после чего предмет был досконально исследован. Самое удивительное даже не то, что на карте подробно изображено восточное побережье Южной Америки. Это спустя всего 20 лет после первого плавания Колумба. Перед пытливым взором ученых предстал средневековый, подлинность не вызывает сомнений, документ, на котором четко изображена Антарктида. А ведь она была открыта только в 1818 году. И это далеко не единственная тайна карты. Побережье Антарктиды изображено таким, словно континент свободен ото льда, возраст которого от 6 до 12 тысяч лет. При этом начертания береговой линии согласовываются с сейсмографическими данными шведско-британской экспедиции 1949 года. Пери-Рейс, составляя карту, честно признался в своих заметках, что пользовался несколькими картографическими источниками, в том числе очень древними, времен Александра Македонского. Но откуда древние могли знать про Антарктиду? Конечно же, от сверхцивилизации атлантов. Именно к такому выводу пришли энтузиасты вроде Чарльза Хепгуда, пока представители официальной науки стыдливо отмалчивались. Отмалчиваются они и до сих пор. Также было найдено множество других похожих карт, в числе которых, например, составленные Оронтеусом Финиусом 1531 год и Меркатором 1569 год. Данные, приведенные в них, можно объяснить только тем, что существовал некий первоисточник. С него картографы и копировали информацию о тех местах, о которых просто не могли знать. А составители этого древнего первоисточника знали о том, что Земля – шар, точно представляли длину экватора и владели основами сферической тригонометрии. 25. Загадка ольмекского слона. В антропологическом музее города Халапа хранится необычный артефакт – ольмекский сосуд, выполненный в форме слона. Этот предмет вызывает множество вопросов и ставит ученых в тупик. Согласно палеозоологическим данным, слоны исчезли с американского континента около 12 тысяч лет назад. Если верить этому, то либо слоны каким-то образом дожили до эпохи ольмеков, либо ольмекским мастерам были известны африканские слоны, что бросает вызов современным представлениям о древних цивилизациях и их контактах. Академическая наука неоднозначно реагирует на такие неканоничные находки. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда,
В конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 26. Первая экспедиция к Тунгусскому метеориту. Тайна падения Тунгусского метеорита до сих пор до конца не раскрыта. И среди исследователей этого феномена имя Кулика стоит первым. Именно благодаря ему эта загадка не канула в лету, а изучалась и продолжает изучаться. 30 июня 1908 года в атмосфере над Восточной Сибирью, в междуречье Лены и подкаменной Тунгуске, пролетел и взорвался некий объект, который получил название Тунгусский метеорит. В результате взрыва, звук раскатов которого был слышен в радиусе 1000 километров, был повален лес, погибли его обитатели и возник сильный пожар. Район реки Подкаменная Тунгуска. Световая вспышка была столь сильной, что на протяжении нескольких ночей на территории падения метеорита так и не наступила ночь. Из-за облаков, отражавших солнечные лучи, небосвод светился и так ярко, что вполне можно было читать. До 20-х годов прошлого столетия не было предпринято ни одной экспедиции к эпицентру события. К 1926 году в метеоритном отделе Минералогического музея Академии наук СССР скопилось довольно много материала, подкрепленного опубликованными статьями Обручева и Вознесенского. Все это требовало организации специальной экспедиции, которая смогла бы обследовать место падения метеорита, расположение которого было уже в общем известно. Предполагаемое место в тайге в районе реки Подкаменная Тунгуска, куда 30 июня 1908 года упало огненное тело, названное впоследствии Тунгусским метеоритом. Геофизик Леонид Алексеевич Кулик, ученик и сотрудник Вернадского по Минералогическому музею Академии наук, загорелся идеей найти место его падения, а сам метеорит, вернее то, что от него осталось, сделать достоянием науки. Однако ученый в своей пояснительной записке сразу указал, что экспедиция должна носить разведывательный характер, и было бы неправильным строить ее на расчете непременной находки и доставки метеорита в столицу. На основании всех этих соображений я считаю в высшей степени важным быстрое нахождение метеорита в районе Подкаменной Тунгуски, выяснение его размеров, его состава и строения. Посылка экспедиции, предполагаемая музеем, возможно, окажется делом очень большого научного значения. И полученные результаты могут сторицей окупить затраченные на них время и средства. Они никаким образом не могут быть вообще напрасными, писал он. Президиум Академии наук СССР экспедицию разрешил. И в 1927 году Кулик со своим помощником Гюлихом выехал из Ленинграда. Они прибыли в Тайшет 12 февраля. До середины марта ученые занимались поиском провианта и подготовкой снаряжения, чтобы 14 марта выехать по снегу конным транспортом на село Дворец. Дальнейший путь пролегал по Ангаре до села Кежмы, куда исследователи, наконец, прибыли 19 марта. Здесь они снова пополнили запасы продовольствия, получили более точные сведения о месте, в которое направлялись. И 22 марта на 3 подводах выехали из Кежмы. Фактория Ванавары, в районе которой упал метеорит, в то время представляла собой небольшой поселок, состоящий из нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Здесь располагались пара пунктов приема пушнины, а все население фактории собственно и состояло из семей, заведующих этими пунктами. Кроме них, в поселке жил Лючиткан, полуоседлый Эвенок, с которым Кулик договорился о помощи экспедиции. Эвенок хорошо знал эти места и был незаменим в качестве проводника. Первая вылазка Кулика в район поваленного метеоритом леса была неудачной. Навьюченные лошади не смогли передвигаться по глубокому снегу, поэтому ученый был вынужден вернуться назад и снова готовиться к походу.
За это время вынужденной стоянки он часто и подолгу общался с эвенками, привозившими на пункт сдачи пушнину. От них исследователь услышал многочисленные рассказы о падении метеорита, что лишь подхлестнуло его желание побыстрее оказаться на месте события. Кулик заключил новое соглашение, на этот раз с эвенком Ахченом, который проживал около устья реки Чембе, впадающей в подкаменную Тунгуску. Местный житель обязался на оленьих упряжках доставить экспедицию со всем ее снаряжением с реки Чембе на хребет Лакуру. Там он должен был сопровождать ученых в течение 4 дней, а затем уйти на охотничий промысел, чтобы вернуться за исследователями в конце мая. Это был план, разработанный Куликом, которого тот и собирался придерживаться. Проводник Ахчен. 8 апреля экспедиция, состоявшая из самого Кулика, его помощника Гюлиха и Лючиткана с одним возчиком, на санях выехали из фактории к избе эвенка Ахчена, где должны были пересесть на оленьи упряжки. Повозка передвигалась по берегу реки Подкаменной Тунгуски и к ночи того же дня, с трудом преодолев 30-километровое расстояние, исследователи добрались до жилья Ахчена. Там они навьючили снаряжение на оленей и отправились по тропе в тайгу. Через пару дней, как вспоминал Кулик, тропа закончилась, пришлось пробираться сквозь непроходимый лес. Для этого останавливались, чтобы прорубить дорогу. 13 апреля экспедиция пересекла реку Макирту и начала встречать на сопках поваленные деревья. Интересно, что вал был виден с сопок отдельными пятнами, которые заметно выделялись на фоне заснеженной тайги. Идти дальше, за хребет Хладный, проводники Кулика наотрез отказались. Создалась критическая ситуация. Оставаться ученым вдвоем в тайге за 100 километров от фактории без оленей и возможности двигаться дальше было бессмысленно. Исследователь принимает решение возвращаться на факторию, чтобы там попытаться найти других проводников и снова предпринять попытку найти Тунгусский метеорит. В письме, которое Кулик отправил академику Вернадскому, он писал: «Мы проникли вглубь тайги верст на 100 от фактории Ванавары, сплошным буреломом, ни одного взрослого дерева. Прошли верст 20 в направлении с юга на север. Впечатление от этого бурелома исключительное. На всем этом пространстве взрослый лес сметен начисто и параллельно уложен вершинами в общем к югу, эвенки всех заверяли, вершинами к северо-востоку. Это уже отвечает радианту для этого места и часа потока Понс-Веникит, который совершенно не совпадал с ранее указывавшимся направлением на северо-восток. С вершин гор в конце моего маршрута я визуально определил примерно район всего этого бурелома, занимающего, по-видимому, огромную площадь верст 30 в поперечнике по короткой оси эллипса. Длинная ось его уходила из поля зрения к северу и исчисляется эвенками чуть ли не в 100 верст. Эту ось мы прошли к границе того центрального пространства этого эллипса, на котором лес был не только повален, но и сожжен. Это до сих пор голая площадь в сплошной на 100 верст вокруг тайге наблюдалась мной, ориентировка по пикам гор, на несколько десятков верст к северу. Восточная и западная границы ее не уходили из поля зрения. Современное состояние тайги в этом месте. Позже, описывая свои впечатления в дневнике, исследователь отметил, что более всего его удивило в той первой экскурсии. «Я до сих пор не могу разобраться в хаосе тех впечатлений, которые связаны с этой экскурсией. Больше того, я не могу реально представить себе всей грандиозности картины этого исключительного падения. Сильно всхолмленная, почти гористая местность, на десятки верст простирающаяся туда, вдаль, за северный горизонт. Белым пологом полуметрового снега покрыты на севере дальние горы вдоль реки Хушмо. Не видно отсюда, с нашего наблюдательного пункта, и признаков леса. Все повалено и сожжено, а вокруг многоверстной каймой на эту мертвую площадь надвинулась молодая, 20-летняя поросль, бурно пробивающаяся к солнцу и жизни. И жутко становится, когда видишь 10-20 вершковых великанов, переломанных пополам, как тростник, с отброшенными на много метров к югу вершинами. Этот пояс поросли окаймляет горелое место на десятки верст вокруг, по крайней мере с южной,
юго-восточной и юго-западной сторон от наблюдательного пункта. Дальше к периферии поросль постепенно переходит в нормальную тайгу, количество бурелома быстро убывает и сходит на нет. И лишь местами на вершинах и сопках гор, имевших более или менее нормальную к направлению воздушной струи стену леса, белым пятном выступает теперь площадка с лежащими ниц спелыми насаждениями, а дальше тайга, сплошная могучая тайга, которой не страшны ни земные огни, ни земные ветры, ранящие ее не больше, чем таежника царапины на руках и лице. Вот общая картина следов падения в том виде, как она развернулась с южного конца выгоревшей площади. 30 апреля Кулик предпринял вторую попытку добраться до места падения метеорита. Ученый разделил экспедицию на две части. Одну сопровождал его помощник Гюлих, во второй с 3 рабочими ехал он сам. Путь исследователей пролегал на север, на реку Чембе, чтобы после сплавиться вниз на плотах, достигнув области поваленного леса. 9 мая плоты были готовы, и экспедиция отправилась по реке Чембе по намеченному маршруту. Продвижение осложнялось появлением на пути льдин. Вода прибывала, затопляя окрестные берега. Поэтому ученые с помощниками большую часть времени боролись с напором воды и проносившимися льдинами, которые грозили перевернуть плоты. 20 мая экспедиционеры, наконец, встретили первый участок вываленного леса. Все вершины лежащих деревьев были направлены на юго-восток. 30 мая Кулик устроил лагерь, откуда совершал ежедневные вылазки по окрестностям, записывая и фиксируя все, что замечал на своем пути. В это время, совсем неожиданно для себя, он установил радиальный характер вывала леса. Куда бы он ни направлялся, вершины деревьев были направлены наружу, а корни внутрь, к котловине. Впоследствии Кулик так охарактеризовал обследованную часть области поваленного леса и котловину. Центральная часть падения представляет собой площадь в несколько километров в поперечнике, на водораздельном плоскогорье между бассейнами реки Чуни и, собственно, подкаменной Тунгуски, имеющим вид огромной котловины, окруженной амфитеатром хребтов и отдельных вершин. С юга по касательной к этому цирку гор протекает с запада на восток река Хушмо, правый приток реки Чембе, впадающий справа в подсменную Тунгуску. В упомянутой котловине, в свою очередь, имеются холмы, хребты, отдельные вершины, равнинные тундры, болота, озера и ручьи. Тайга как в котловине, так и вне ее практически уничтожена, будучи начисто повалена на землю, где и лежит параллельными в общем рядами голых, без ветвей и кроны, стволов, обращенных своими вершинами в стороны, противоположные центру падения. Этот своеобразный веер поваленного леса особенно хорошо виден с вершин хребтов и отдельных возвышенностей, образующих периферическое кольцо котловины. Однако кое-где таежный лес остался на корню стоящим стволами, обычно без коры и ветвей. Равным образом, местами сохранились и незначительные полоски и рощицы зеленых деревьев. Исключения эти являются редкостью и в каждом отдельном случае легко объясняются. Вся бывшая растительность как котловины, так равно и окрестных гор, а также в зоне нескольких километров вокруг них, несет характерные следы равномерного сплошного ожога, не похожего на следы обычного пожара и притом имеющегося как на поваленном, так и настоящем лесе, остатках кустов и мха, как на вершинах и склонах гор, так в тундре и на изолированных островках суши среди покрытых водой болот. Площадь со следами ожога насчитывает несколько десятков километров в поперечнике. Центральная область этой обожженной площади, имеющая несколько километров в диаметре в той ее части, которая занята покрытой кустарником и лесом тундрой, несет как бы следы бокового давления, собравшего ее в плоские складки с депрессиями в немногие метры глубиной, вытянутые в общем перпендикулярно северо-восточному направлению. Кроме того, она усеяна десятками свежеобразованных плоских воронок, имеющих различные диаметры, от нескольких метров до десятков метров, при глубине тоже в немногие метры. Борты этих воронок обычно обрывисты, хотя встречаются и плоские.
Дно воронок плоское, мшисто-болотистое, иногда со следами центрального возвышения. У северо-восточного конца одного из участков тундры моховой покров как бы отодвинут на несколько метров от подножья горы и замещен болотом. С другой стороны, в юго-западном углу котловины болото оканчивается хаотическим нагромождением мохового покрова. И хотя в докладах Академии наук СССР Кулик слово «воронки» взял в кавычки, в своей брошюре он уже определенно высказывался относительно метеоритной породы болот, образованных в воронках. В котловине, наконец, у северо-восточного ее участка обнаружил десятки плоских кратеров воронок, донельзя схожих с лунными. Их легче всего было заметить в тундре, обожженной и не успевшей еще восстановить как следует весь свой растительный покров. Воронки имели самый разнообразный поперечник, но чаще от 10 до 50 метров. Их глубина не превышала в общем 4 метров, дно было уже затянуто болотным моховым покровом. Как глубоко ушли метеориты в тундру и горные породы, сказать я не могу. Не в силах был я не обойти всю местность, вспаханную ими, не приступить к рытью. Речь шла уже о том, писал в заключении Кулик, чтобы благополучно выбраться оттуда. Продуктов оставалось у нас дня на 3-4, а путь лежал не близкий и далеко не триумфальный, ведь это было бегство. В полном смысле слова. Питались мы уже остатками продуктов, расчет на дичь не оправдался, урезывая порции как можно больше, тряся мешки из-под муки. Стреляли раза 3 или 4 уток, да раза 2 попала рыба в сети. Но, как назло, всего так было мало, что 9 суток шли мы день и ночь вниз по течению по Хушмо и по Чембе к подкаменной Тунгуске, и лишь съедая килограммы пучек, очищенные стебли местной травы и ласково определяя вес последнего резерва коня. Отряд мой сохранял кое-какие остатки бодрости и под двухдневным летним дождиком достиг к концу июня подкаменной Тунгуски. Таковыми были результаты первой экспедиции Кулика. Обследованная им область оказалась невелика, ученый смог бегло, вдоль маршрута экспедиции описать южную и юго-восточную, а также частично восточную часть области от котловины. В сентябре 1927 года ученый со своим помощником вернулись в Ленинград, где стали добиваться организации Академии наук СССР в следующем 1928 году новой экспедиции. Ученый намеревался планомерно изучить воронки и, возможно, даже добыть из них метеоритные массы. После его доклада в Красноярске Сибирский краисполком в декабре 1927 постановил оказывать ученую всемирную, в том числе материальную, поддержку. Изучение места падения Тунгусского метеорита было признано архиважным, хотя у исследователя нашлись и противники. В частности, академик Григорьев на основании своего знакомства с тайгой заявил, что бурелом, который описывал Кулик, имеет обычную картину пожара. С ним согласился и Никитин, заметивший, что ничего странного в описываемом феномене нет. Тем не менее, академик Вернадский поддержал необходимость второй экспедиции для более детального изучения района подкаменной Тунгуски, и в 1929 году экспедиция Кулика вернулась в тайгу, чтобы провести топографическую съемку и откачать воду из болот, чтобы обнаружить осколки метеорита. К сожалению, ни одного артефакта на дне воронок даже после откачки воды найдено не было. Но ученый не сдавался. Он организовал еще 3 экспедиции, хотя подержать в руках инопланетный осколок руды так и не смог. Началась война, 58-летний Кулик, хотя и не подлежал призыву, но добровольно записался в народное ополчение. В 1941 году его подразделение было окружено и попало в плен. В апреле 1942 года академик заразился сыпным тифом и скоропостижно скончался. Исследования места падения Тунгусского метеорита на время заглохли и возобновились только в 1958 году. Но и сейчас до конца тайна падения Тунгусского метеорита так и не разгадана, а Кулик стал пионером в исследовании этого феномена. 27.
Чудо природы – капля, которая может решать головоломки и имеет 720 полов. Не так давно в зоологическом парке Парижа представили существо, которое удивляет своими невероятными возможностями, не имея мозга. Решает логические задачи, способна находить пищу и искать себе подобных. Физиком-полиспалум, физарум многоголовый, удивительное существо, похожее на гриб или медузу. Но ничем из перечисленных он не является. Эксперты классифицировали этих существ как протистов. Миксомицет слезевика имеет ярко-желтую окраску. Одноклеточный организм удивителен тем, что способен разрастаться до нескольких квадратных метров, хотя большинство особей остаются миниатюрными. Физарум многоголовый обитает в лесах, его можно встретить на нижней стороне бревен и подгнивших коряг. Там эти одноклеточные товарищи ловят себе на обед бактерий, споры грибов. Чтобы захватить труднодоступный кусочек пищи, капля способна вырастить длинные отростки, напоминающие разветвленную кровеносную систему. А еще они передвигаются не так быстро, как привычные глазу лесные обитатели, но вполне шустро для существа без мозга. За счет чего же происходит передвижение физарума? Существует предположение, что движение связано с изменением вязкости специального белка миксомиозина. При взаимодействии с АТФ токи цитоплазмы в плазмодии наблюдали под микроскопом. В направлении движения у плазмодия возникали тяжи, выросты которые напоминали псевдоподии простейших животных. При этом общий объем цитоплазмы у физарума был большим на переднем по движению конце, то есть капля как бы перетекала в одну сторону, сдвигаясь по чуть-чуть к своей цели, а целью могла быть, к примеру, еда или побег от раздражителя. Кстати, скорость движения плазмодия тоже измерили, и она не так уж и мала. В час этот организм мог продвинуться на 4 сантиметра. Конечно, в плане медлительности он переплюнул даже улиток. С другой стороны, куда ему торопиться? Ученые однажды позабавились и выложили пищу для этого организма по схеме, представляющей Токио и 36 близлежащих городов. Разумеется, через время в чашке Петри появилась та же схема, только в виде распустившего свои, так сказать, щупальца слезевика. Что такого загадочного в том, чтобы соединить точки, спросите вы. Однако напомним, что эта задача предлагалась существу без мозга, а поиск наиболее оптимального и экономного способа их соединения требует сложных математических вычислений. И со всем этим миксомицет справился превосходно. Экспериментов, подобно этому, после было проведено немало. Ученые установили, что плазмодий при движении оставляет за собой след из слизи, и в дальнейшем при поиске пищи пройденные участки его уже не интересуют. Таким образом, слизь как бы управляет памятью этого невероятного организма, помогая ему находить новые пути. Обед слезевика. Интересными были и другие эксперименты, в ходе которых ученые выяснили, что плазмодий переборчив в еде. И в условиях, когда ему предлагалось несколько вариантов пищи, он выбирал наиболее калорийные. Так капле было предоставлено 3 питательных блока с овсянкой разной концентрации. Ожидания ученых оправдались. В условиях голода плазмодий всегда выбирал более калорийный блок, в данном случае 10%. Однако в моменты стресса он мог сделать неправильный выбор. К примеру, если слезевик освещали ярким светом, он бросался к первому попавшемуся источнику пищи. Другой IQ-тест был проведен Тосиюки Накагаки, японским ученым из университета Хоккайдо. Он поместил отдельные кусочки плазмодия в небольшой лабиринт. Спустя некоторое время капли начали разрастаться, сливаясь друг с другом и заполняя весь лабиринт. Когда на входе и выходе из головоломки поместили агаровые блоки с овсянкой, пища для плазмодия, организм нашел кратчайший путь от одного источника питания до другого и сформировал утолщенный тяж, протянув его через лабиринт.
При этом его не интересовали протяженные участки, а лишь самый короткий путь. Был сделан логичный вывод, что для повышения шансов на выживание плазмодий выбирает самый эффективный способ получения питательных веществ. Правда, ученые заметили, что одноклеточные создания могут проявлять примитивный интеллект. Эта сентенция породила огромный резонанс в научном мире, а ее авторы в 2008 году даже удостоились Шнобелевской премии в области когнитивных наук за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. 720 полов. Все мы помним, что у людей пол определяется комбинацией хромосом, которые несут сперматозоид и яйцеклетка. Новая клетка при их слиянии будет с XX хромосомами – женщина, или XY хромосомами – мужчина. У слизевика все обстоит намного интересней. Пол этого товарища определяется 3 различными местоположениями или локусами на их хромосомах, каждая из которых имеет много разных генных вариаций. Ученые подсчитали, что этих комбинаций половых хромосом может быть до 720. И каждая из них будет являться, строго говоря, отдельным полом. Другое дело, что двум спорам слизевика нет необходимости быть одинаковыми, иначе они бы искали себе партнера для спаривания всю свою жизнь. Ученые пытаются использовать необычные способности физариума. Так, в мае 2007 года исследователи из Саутгемптона, Великобритания, сумели сконструировать необычный чип, который управлялся не проводами и транзисторами, а физикерум полисепхелум. Чип подключался к компьютеру через обычный интерфейс USB. Создатели биочипа использовали положительную реакцию физарума на пищу и отрицательную на свет. Тело слизевика многоголового поместили в специальную емкость с подведенными к ней трубками. По ним физарума снабжали питательными веществами, а сам гриб был окружен многочисленными электродами, фиксирующими реакцию организма. Созданный таким образом биочип в течение нескольких секунд обнаруживал присутствие органических соединений в жидкостях. Ученые полагают, что этот алгоритм можно использовать для определения наличия в жидкости различных веществ, в том числе и ядовитых. Сейчас гриб живет в микрочипе всего неделю, но исследователи надеются, что сумеют увеличить продолжительность его жизни. Если поразмыслить над вышеописанными экспериментами, можно ли действительно заключить, что физикам полиспалам, так сказать, sapiens, разумное существо? Скорее всего нет, ведь в этом случае многие биологические системы можно было бы назвать разумными. Поведение физарума определяется реакцией на окружающую среду. Эту способность он получил в ходе эволюции и освоил ее на отлично, ведь иначе ему было бы гораздо сложнее выживать. И теперь, глядя на простые организмы, стоит задуматься, так ли они примитивны. 28. Реальность или миф? Существовала ли Земля Санникова на самом деле? Зачем российские, а затем и советские исследователи искали загадочную Землю Санникова, которой, скорее всего, не было? Но она не была и выдумкой, хотя о ней и был написан фантастический роман. А может, это параллельный мир или мистическая Гиперборея, о которой говорили древние греки? В 1973 году на экраны советских кинотеатров вышел приключенческий фильм «Земля Санникова». Популярная лента была снята по мотивам научно-фантастического романа Владимира Обручева. Но мало кто знает, что основной профессией писателя была наука. Идея романа родилась в начале XX века, когда Обручев находился в экспедиции в Якутии. Владимир Обручев услышал от местных аборигенов красивую легенду о цветущем архипелаге, который затерян в бескрайних просторах Северного Ледовитого океана. У якутов даже были подтверждения своей сказки, они указывали на стаи птиц, улетавших на север в сторону ледяных торосов Арктики. Аборигены верили, что некое племя анкилонов, которые позже появятся на страницах книги, однажды отправились вслед за птицами. В 1924 году Обручев написал книгу. В 1926 году ее опубликовали под названием «Земля Санникова» или «Последние анкилоны».
Кстати, еще древние греки упоминали Гиперборею, которая по описанию должна находиться где-то в этих краях. Гиперборейцы, упоминаемые в некоторых древних духовных трактатах, были прародителями всего человечества. Но, конечно, никому и никогда обнаружить эту загадочную землю не удавалось. Тем не менее, эта самая Гиперборея вполне могла быть выступавшим из воды хребтом Ломоносова, который некогда погрузился в Северный Ледовитый океан. Владимир Обручев. Но вернемся к книге. В России действительно жил промышленник и купец Яков Санников. И как любой предприимчивый человек, он путешествовал по бескрайней Якутии в поисках дешевой пушнины и мамонтовой кости. Санников объехал множество островов и однажды в ясную погоду увидел далеко на горизонте неизвестный остров с горами. Причем это были не высящиеся ледяные торосы, а не заснеженные, чернеющие вершины неизвестных земель. Купец обратился к местным жителям и получил странный ответ. Они сказали, что там на горизонте действительно есть земля, но добраться до нее невозможно. Исследователь попытался попасть на загадочную землю, причем несколько раз. Но ему это не удалось. Каждый раз его собачьи упряжки были вынуждены поворачивать обратно, встретив на своем пути ледяные торосы и широкую полынью. Но Санников был не из тех, кто сдается. Он отправил письма в Москву и Петербург с рассказом о новой земле. Купец предположил даже, что таинственная суша может быть не просто группой островов, но и небольшим материком с теплым климатом. Купцу поверили. И ничего странного тут нет. Российская академия наук доверяла исследователю, ведь ранее он уже открыл 2 неизвестных острова – Столбовой и Фадеевский. На помощь Санникову снарядили экспедицию во главе с адмиралом Анжу. Члены его экспедиции тоже увидели на горизонте очертания загадочной земли, наняли у местных жителей собак с упряжками и двинулись в путь. Но исследователей постигла та же неудача, что и Санникова. Ледяные торосы, за которыми оказалась широкая полынья, заставила полярников повернуть обратно. Эдуард Васильевич Толь. В 1900 году к неизвестной земле была отправлена крупная экспедиция, которую возглавил геолог и путешественник Эдуард Васильевич Толь. Исследователи, среди которых были бывалые полярники, двинулись в путь из Петербурга на шхуне «Заря». Добравшись до места, моряки тоже увидели очертания земли на горизонте, но тоже добраться до нее не смогли. Тогда барон Толь вместе с командой бросили шхуну и на собачьих упряжках отправился на поиски. Оставшиеся на шхуне «Заря» моряки спустя 2 месяца должны были забрать исследователей с острова Новый. Но судно оказалось запертым во льдах. Более того, острые льдины повредили борт корабля и образовали серьезную течь. «Заре» пришлось возвращаться в ближайший порт. Участники экспедиции барона Толля на шхуне «Заря». Толля и команду начали искать спустя год, в 1903 году. На его поиски был отправлен будущий адмирал Александр Колчак. Спасательная экспедиция прибыла на остров Беннета, к которому ранее на собачьих упряжках отправился Толь с командой. Там Колчак нашел зимовье полярников, которые находились в отличном состоянии. Казалось, что люди ненадолго покинули укрытие, чтобы вскоре вернуться. Но они не вернулись, и найти их так и не удалось. Ледокол «Садко». Поиски загадочной земли велись и в 20 веке. Советские ученые были уверены, что в Арктике до сих пор много белых пятен. Считалось, что острова могут внезапно появляться из воды и также стремительно погружаться в океан. Последняя попытка обнаружить землю Санникова была предпринята в 1930 году ледоколом «Садко». Исследователи на судне тщательно изучили Арктику вблизи Новосибирских островов. Там, где Санников видел очертания загадочной земли. Но увидеть чернеющие горы им не удалось. В 1937 году академик Обручев даже организовал воздушную разведку, но она ничего не дала. Как и снимки с орбиты, сделанные позже, сейчас доподлинно известно, что никакой земли Санникова нет.
Но как быть с утверждениями Санникова и барона Толля, которые видели очертания неизвестной земли, а последний даже положил свою жизнь на ее поиски? Он был уверен в ее существовании. Имеет право на существование и гипотеза об оптических феноменах. Ученые, изучающие такие феномены, уверяют, что вблизи больших материков и крупных островов иногда появляется так называемая полоса слияния. Такие миражи нередко видят в море Лаптевых недалеко от Новосибирских островов, именно там, где Санников впервые заметил свою загадочную землю. Говорят, что остров, увиденный Санниковым, это хрономираж, то есть призрак некогда существовавшей здесь суши. Есть еще одна версия, и она самая безумная. Любители мистики полагают, что Земля Санникова – это параллельный мир, который в Арктике соприкасается с нашим посредством кроличьей норы. Приверженцы этой теории считают, что Земля Санникова, как и Виланд у скандинавов, Дельмун у шумеров, острова блаженных у греков, это миры, которые проявляются в нашей реальности благодаря искривлению пространства. Впрочем, о параллельных мирах говорят и физики-теоретики, изучающие квантовую физику. Они отстаивают концепцию интерпретации реальности как совокупности множества миров. Она гласит, что в тот момент, когда стоит выбор между событием А и Б, реальность разделяется на два параллельных мира. К примеру, в одном мире вы взяли яблоко со стола, во втором оставили его на месте. То есть физическая реальность во многом зависит от наблюдающего. Теория эта стройная и сложная. Ею занимался даже Стивен Хокинг, считавший, что благодаря квантовой механике большой взрыв породил не одну, а бесконечное число вселенных. Но какой бы стройной эта теория ни была, теорией она и останется. Ни подтвердить, ни опровергнуть ее с нынешним уровнем развития технологий невозможно. Но есть и другое объяснение. Оно самое простое и логичное. Земля Санникова все же существовала, но, как и многие арктические острова, она была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты ископаемого льда. Поверх этого льда был нанесен слой грунта, потому-то этот остров принимали за плодородную землю. Со временем лед растаял, и земля Санникова исчезла. У этой гипотезы есть и доказательства, пусть и не железобетонные. На предполагаемом месте расположения острова-призрака была обнаружена банка, то есть отмель. Ее назвали банкой Санникова. В наше время начался активный процесс таяния льдов Арктики. Тут, конечно, радоваться нечему, но когда сойдет арктический лед, мы наконец-то доподлинно узнаем, существовала ли когда-либо Земля Санникова и имела ли она отношение к мистической Гиперборее. 29. Африканскую деревню запугал волк-оборотень после того, как житель деревни Квакангакота в Южной Африке был обнаружен искусанным дикими зверями. По селению поползли упорные слухи о том, что в окрестностях поселился волк-оборотень. И хотя полиция и родственники погибшего считают иначе, деревенские жители им не верят. Жители южноафриканской деревни обеспокоены появлением в своих краях волка-оборотня. Человека, на теле которого в прошлом месяце были обнаружены следы укусов. Слухи о чудовище появились после того, как рядом с поселком было найдено тело местного жителя с многочисленными следами укусов. 59-летний дизель Майкл Макамби был обнаружен мертвым возле реки Баффало в деревне Кваконгкота. Правда, его семья отвергла утверждение о том, что в его смерти виноват оборотень. По их мнению, скорее всего, на него напали питбули. Полиция Восточно-Капской провинции также сообщила, что господина Макамби искусали дикие собаки, но жители местных деревень по-прежнему боятся оборотня. Они делятся сообщениями о нем в социальных сетях, предупреждая других держаться подальше от Кваконгкота. В частности, в одном из предупреждений, сделанном сотрудниками бегового клуба «Канс», членам клуба было предписано не бегать трусцой рядом с этим районом, пока оборотень не будет схвачен или убит. Мать гражданина Макамби, 96-летняя Нонгенил Лизиви Макамби, заявила: «Одна женщина видела, как на моего сына напали собаки.
и кричала, чтобы люди спасли его, но к тому времени, когда мальчики добрались туда, было уже слишком поздно. Представитель полицейских сил сказал, что полиция Ндеваны открыла дело об убийстве для расследования в связи с его смертью. Тем временем власти призывают жителей провинции Кваконгката прекратить распространять мифы об оборотнях и сказали, что в смерти Макамби виноваты питбули из соседнего города. 30. Загадка бронзового века. Британский музей впервые покажет Сихендж. Загадочный Сихендж, обнаруженный в 1998 году у побережья английского графства Норфолк, впервые покажут общественности в рамках выставки Британского музея «Мир Стоунхенджа», которая откроется в феврале. Памятник бронзового века был назван по аналогии со Стоунхенджем и представляет из себя круг из 54 деревянных столбов с перевернутым дубовым пнем посередине. Подобно мифическому затерянному городу Атлантида, Сихендж молча выжидал своего открытия тысячи лет. Но в то время как Атлантида будоражила воображение мечтателей и ученых, никто и не догадывался о существовании загадочного деревянного круга. До тех пор, пока в 1998 году дюны на пляже Норфолка не унесла сильная буря. Сложно представить изумление археологов, когда они нашли это огромное сооружение бронзового века возрастом более 4000 лет, в практически идеальном состоянии. О существовании подобных кругов говорили давно, но в отличие от Стоунхенджа, который простоял 5000 лет, деревянные круги практически исчезли. До этого археологи иногда находили ямы для столбов в земле и деревянные щепки. Но эта находка стала первым настоящим доказательством их существования. Это загадочное место, говорит доктор Дженнифер Векслер, специалист по доисторической и древней археологии. Сихендж – мистический и интригующий, возможно, он был местом поклонения. Возможно, способом для построивших его людей установить связь с космосом. Но что действительно удивительно, так это то, что он сохранился. Как и Стоунхендж, Сихендж помогает сформировать наше понимание культуры неолита и бронзового века. Точное использование и назначение круга остаются загадкой, но за это время появилось несколько интересных теорий. Некоторые думают, что Сихендж могли использовать для ритуалов, связанных с упокоением. Наиболее вероятно для экскарнации, когда тело помещали на перевернутое дерево и отделяли мягкие ткани от твердых, позволяя мягким тканям сгнить или быть съеденными, чтобы таким образом освободить дух человека. Возможно, это также было место для связи с предками, говорит доктор Векслер. Мы знаем, что люди, построившие Сихендж, были крестьянами, тесно связанными с погодой и верой в возрождение. Примерно за 20 лет, прошедших с момента открытия Сихенджа, археологические методы продвинулись достаточно, чтобы ученые могли получить новые данные. Благодаря радиоуглеродному датированию и кольцам деревьев, найденным в оставшихся пнях, мы знаем, что Сихендж был построен весной или летом 2049 года до нашей эры, а перевернутый дуб в центре, вероятно, повалило во время шторма, и его притащили к будущему памятнику на веревке из плетеной жимолости. Отметки на дубовых столбах Сихенджа показывают, что при его строительстве использовался 51 бронзовый топор, что говорит о том, что для его создания собралось множество человек. Скорее всего, они жили в скромных хижинах из плетня и обмазки, готовили на открытом огне и носили шерстяные туники. Ранее в этом году в своей книге «Стоунхендж. Темпл Сефир-Руф» архитектор Сара Юбанк изложила теорию, согласно которой Стоунхендж когда-то был зданием, а каменные монолиты служили опорами для круглой скатной крыши. Она считает, что у Сихенджа могла быть похожая конструкция. Это имеет смысл, если вы представите людей бронзового века похожими на нас, говорит она. 3/4 года Британия – довольно ужасное место. Если идет проливной дождь, разве вам захочется проводить церемонии на улице? Юбанк считает, что люди бронзового века были способны создавать более сложные структуры. Мы говорим о людях, которые заметили,
что если определенные камни сильно нагреть, то получится металл, говорит она. Нам нравится думать, что поскольку у нас есть мобильные телефоны и другие вещи, мы намного умнее, чем люди в прошлом. Но мы взяли за основу то, что обнаружили люди прошлого, поэтому я бы сказала, что человек, который сплавил металл для изготовления бронзы, не уступал в интеллекте современным программистам. Техника, которая использовалась при строительстве пирамид, которые были построены примерно в то же время, что и деревянный круг, не хуже всего, что мы можем сделать сегодня, учитывая, что у нас есть машины. Доктор Векслер скептически относится к теории крыши, но говорит следующее. Самое замечательное в Стоунхендже – это то, что насчет него существует множество теорий, которые нам нужно продолжать изучать. После открытия Сихенджа на месте провели раскопки, и специалисты, которые помогли поднять военный корабль Генриха VIII Мэри Роуз, посоветовали вытащить деревянные столбы, чтобы сохранить древесину. Часть круга выставили в соседнем городе Кингс-Линн, но из-за нехватки места не удалось выставить всю конструкцию целиком. Но теперь к новой выставке Британского музея круг будет полностью реконструирован и выставлен рядом с другими чудесами бронзового века, включая шляпы конической формы из чистого золота, одна из Германии, другая из Франции. Обе шляпы украшены сложными солнечными узорами, которые демонстрируют религиозное значение солнца для доисторических людей. Кроме того, на выставке покажут знаменитый золотой ромб, найденный на месте захоронения вождя кургана Буш недалеко от Стоунхенджа. Курган был обнаружен в 1808 году. Золотой ромб украшен замысловатыми узорами, которые свидетельствуют о том, что человек, сделавший его, обладал знаниями геометрии и считается лучшим образцом золотого мастерства бронзового века, найденным в Британии. На этом я бы хотел закончить это видео с 30 тайнами мира, которые пока не могут объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В 2019 году в районе Атлантис-Кеос на Марсе орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал нагромождение каких-то ячеистых структур, напоминающих останки большого поселения. Такие пейзажи и на Земле встречаются на месте древних восточных городов. Ученые утверждают, что это всего лишь следы эрозии. А что думаете вы? Вот такими у нас получились 30 тайн мира, которые пока не могут объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.